Привет, друзья! На связи Академия покера, и на ваших экранах 6-й выпуск словаря покера. В предыдущем выпуске мы рассмотрели все термины на букву «Г», которых, к сожалению, не так много. Но сегодня на очереди у нас куда побольше интересного и, самое главное, познавательного контента. Представляем букву «Д» и все самые интересные термины из нашего любимого покера. С нетерпением ждешь нового выпуска словаря покера? Поддержи нас лайком под видео и подпишись на YouTube-канал, чтобы быть в курсе самых последних новостей из мира покера. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании. Даунсвинг – отрезок времени, на протяжении которого покерист играет в минус из-за невезения. Такие черные полосы в покере случаются ввиду влияния дисперсии на результат игры. Во время даунсвинга игроку редко приходят хорошие карты, а когда попадается сильная рука, она либо проигрывает, либо приносит минимальный выигрыш. Затяжной даунсвинг – одна из самых распространенных причин тильта. Двусторонние стрит-дро. Стрит-дро, в котором отсутствует первая или последняя карта последовательности, которая закрыла бы стрит. Например, рука игрока 3 черви, 4 треф, флоп, 2 черви, 5 бубны, 8 черви. Игрок собрал двусторонние стрит-дро из карт 2 черви, 3 черви, 4 трефы, 5 бубны, и до завершения комбинации стрит ему нужен либо туз, либо 6. Всего 8 аутов, 4 масти туз и 4 масти 6. Вероятность того, что двустороннее стрит-дро закроется с флопа к риверу, составляет 31,5%. Джекпот – постоянно увеличивающийся денежный приз, который достается игроку в покер, сумевшему выполнить заранее оговоренные условия. Джекпот разыгрывается за определенными столами и формируется из части взносов игроков. Например, этот денежный приз может быть начислен за составление определенной комбинации или за победу с конкретной карманной рукой. Также в покере существует Bad Beat Jackpot – денежный приз, который выдается игроку, собравшему очень сильную руку, каре и выше, но проигравшему раздачу. Диапазон – это все руки, которые могут быть у оппонента в текущий момент игры. Диапазон рук соперника является важнейшим фактором, определяющим дальнейшие действия игрока. Также существует такой термин в покере, как собственный диапазон рук, определяющий совокупность рук покериста, с которыми он должен входить в раздачу. Зависит этот диапазон от многих факторов. Позиция, текущая улица, количество оппонентов, действия предыдущих игроков, размер банка и так далее. Дилер – покерный термин, имеющий два определения. В онлайн-покере дилером называют самую позднюю позицию игрока, относительно которой определяется позиция блайндов. В живом покере дилер – это сотрудник казино, который сдает карты, принимает ставки, контролирует процесс игры. Дисконтированные ауты – это все ауты игрока за исключением карт, которые не сделают его руку самой сильной, либо одновременно улучшат руку оппонента до сильнейшей. Например, у хира на руках 2 треф, 3 треф, а на флопе открывается 4 черви, 5 черви, король бубен. Таким образом, хиро собрал стрит-дро, которое превратится в стрит, если на терне выпадет туз или 6, то есть у него 8 аутов. Однако, если у оппонента рука типа дама черви, валет черви, то 6 черви, туз червей сделает его руку сильнейшей. Таким образом, дисконтированных аутов осталось только 6. Дисперсия – покерный термин, который характеризует величину отклонения результата от математического ожидания. Благодаря существованию дисперсии в покере присутствует элемент удачи и невезения. Иногда сильнейшие руки проигрывают, слабейшие руки усиливаются и побеждают. Чем длиннее дистанция, на которой анализируется результативность игры, тем меньше влияние дисперсии. Донк-бет – ставка вне позиции, обычно небольшого размера, сделанная на постфлопе игроком, который не был агрессором на префлопе. Таким образом, донк-бетом называют ставку без инициативы, поэтому она малоэффективная. Донк-бет переводится с английского как «ослиная ставка», и это действие свойственно неопытным, начинающим игрокам в покер. Допер – жаргонное название комбинации «две пары», часто используемое опытными покеристами. Эта комбинация собирается из 2 карманных карт разного достоинства и 2 карт на борде соответствующего ранга. Например, если на руках у игрока 4 бубны, 8 пик,
а на флопе 10 пик, 8 червей, 4 треф, то говорят, что игрок собрал допер из 2 четверок и восьмерок. Достоинство карты. Параметр карты, показывающий ее ценность. В обозначении карт достоинство указывается первым символом, вторым указывают масть. Например, 7 бубны – это карта достоинством 7. В популярных видах покера – холдем, омаха – ранг карт начинается от 2, самая низкая, и заканчивается тузом, самая высокая. При построении таких комбинаций, как стрит и флэш-стрит, туз может иметь низшее достоинство – туз 2, 3, 4, 5. Дро-комбинация. Это рука, которая может превратиться в очень сильную комбинацию, если дро доедет. Если же нужные для закрытия сильной комбинации карты не придут на терне или ривере, то такая рука в большинстве случаев проиграет на шоудауне. Например, на руках у Хира 6 бубны, 7 бубны, а на флопе выпали карты 5 черви, 4 черви, 10 пик. Говорят, что Хиро собрал стрит-дро из 4 черви, 5 черви, 6 бубны, 7 бубны, и до закрытия стрита не хватает 3 или 8, то есть у игрока 8 аутов, чтобы дро доехало. Дро-покер. Любая разновидность покера, в которой все карты игрок получает на руки еще до первого раунда ставок. На последующих этапах торговли игроки могут заменять часть или все свои карты на новые, стараясь улучшить комбинацию. В таких видах покера отсутствуют общие карты, как в холдеме или омахе. Самая популярная разновидность дро-покер – это пятикарточный дро-покер. Ну что, все назвали? Пиши коммент, если какой-то из них слышишь впервые, и расскажи об этом нам. И, кстати, ставь лайк под видео, если знаешь все перечисленные термины. Не забудь подписаться на наш YouTube-канал и поставить колокольчик, чтобы быть в курсе всех последних новостей из мира покера и прокачивать свою игру вместе с нами. А что если мы скажем, что существует способ узнать свой уровень скилла в покере, при этом потратив максимум 15 минут? Проходи покерный аудит, узнавая, что именно отделяло тебя от побед все это время. Все твои сильные и слабые стороны в одном месте. Подробности в описании.